Глава 1346. Слежка. На этой половине страницы были техники усовершенствования талисмана невидимости высшего зенита, который Хань Ли когда-то использовал, талисмана 9 небесных дворцов, вдохновившие на создание бусин 1000 драконов, и марионеточного талисмана, известного как талисман первозданной брони. Был также четвертый и последний талисман, известный как талисман небесной алебарды, и он был единственным на половине страницы, который обладал атакующими свойствами. После экспериментирования с талисманом невидимости высокого зенита Хань Ли уже примерно освоил его технику усовершенствования. Несмотря на то, что показатель успеха был крайне низким, пока он был готов тратить духовные камни на материалы, и если бы в итоге смог успешно его усовершенствовать. Талисман 9 небесных дворцов были бессмертным талисманом, который использовался для захвата врагов. Несмотря на то, что он нашел только половину техники его усовершенствования, этого оказалось достаточно, чтобы изобрести бусы 1000 драконов. О двух последних типах талисманов Хань Ли был совершенно невежественен о них. Однако, когда Хань Ли искал готовые талисманные марионетки на рынке города высшего неба, он случайно обнаружил ключевой момент в талисмане первозданной брони. Обладая обширными знаниями в области марионеточного искусства, было вполне вероятно, что он сможет добиться некоторого прогресса, учитывая более тщательные исследования в будущем. Последний же талисман, талисман небесной алебарды, был талисманом металлического элемента. Согласно информации на половине страницы золотого нефритового тома, активация талисмана позволила бы призвать небесную алебарду из мира истинных бессмертных, которая обладала способностью расколоть землю и разделить океаны. Однако этот талисман был чрезвычайно сложным, и Хань Ли просто не мог понять его на своем нынешнем уровне культивации. Хань Ли погладил нефритовый талисман, обдумывая ситуацию. В городе высшего неба было бесчисленное множество высокоранговых талисманов, многие из которых были сильнее его. Таким образом, естественно, что лучше всего создать для себя как можно больше козырей, чтобы обеспечить его выживание. К сожалению, он не смог изготовить 3 из 4 вышеупомянутых талисманов. Тем не менее, даже с помощью талисмана невидимости высшего зенита он уже мог скрывать себя даже от культиваторов в стадии пространственного закаливания. Если бы он смог изготовить пару таких талисманов, то это определенно оказалось бы очень полезным. В настоящее время Хань Ли не спешил изготавливать другие талисманы. Он решил в будущем провести их более тщательные исследования. Имея это в виду, Хань Ли щелкнул запястьем, и из его браслета вырвался яркий лазурный свет. Лазурный свет спустился на пол, раскрывая ряд парчевых и нефритовых коробок разных размеров, а также несколько флаконов и тыкв. Хань Ли сделал хватательное движение к полу, и к нему тут же полетела парчевая коробка. После снятия крышки перед ним предстал кусок шкуры неизвестного зверя. Однако духовный свет, мерцающий над его поверхностью, предполагал, что он принадлежал необычному демоническому зверю. Хань Ли немедленно подбросил кусок шкуры в воздух и открыл рот. С треском появился шар лазурного духовного света и полностью окутал шкуру зверя. Затем Хань Ли сделал печать заклинания руками, и цвет духовного света резко изменился, превратившись в яростное малиновое пламя. В следующее мгновение произошла своеобразная сцена. Шкура зверя не только не загорелась, но и духовный свет, исходящий из нее, стал еще более ослепительным, а его поверхность постепенно стала прозрачной. В этот момент Хань Ли указал пальцем на несколько нефритовых флаконов. Эти флаконы тут же открылись сами по себе, и изнутри появилась пудра разных цветов, мгновенно растворившаяся в пламени. С треском и звоном порошки превратились в духовный свет разных цветов, окутывающий в шкуру зверя. Поверхность прозрачной шкуры зверя сразу же засветилась ярким светом. Хань Ли продолжал делать печати заклинания, но теперь с закрытыми глазами. Из секретных комнат периодически доносились потрескивания пламени, но никаких других звуков не было слышно. В мгновение ока прошло 2 месяца. За это время из секретной комнаты то и дело доносился грохот. Спустя дюжину таких циклов секретная комната полностью затихла. Еще через полмесяца двери секретной камеры открылись. Хань Ли вышел изнутри с нахмурившимися бровями и сразу же бросился к коридору. Там по-прежнему мерцал слабый духовный свет и серебряный экран света, а также 4 пятна света на нем стали довольно размытыми и нечеткими. Хань Ли немедленно заменил высокоранговые духовные камни в формации и снова активировал ее. Восьмиугольная пластина формации тут же засветилась ярким серебряным светом, и все на серебряном световом экране снова стало четким. Хань Ли бросил взгляд на блики с мрачным выражением лица. 4 рассеявшиеся ранее блика снова собрались вместе, и они находились всего в 200 километрах от его пещеры. У Хань Ли было 2 причины выйти из секретной комнаты.
Во-первых, ему, наконец, удалось успешно изготовить талисман невидимости высшего зенита, и, во-вторых, один из его золотых прожорливых жуков, которых он выпустил за пределы своей пещерной резиденции, исчез. Хань Ли не знал, был ли он пойман в ловушку или убит. До этого его вторая зарождающаяся душа, отвечавшая за уходом за лекарственными растениями в пещерной резиденции, проинформировала Хань Ли о том, что эти блики были на одном и том же месте уже несколько дней. Неужели они уже нашли то, что искали? Таким образом, Хань Ли неожиданно сел перед световым экраном со скрещенными ногами, оценивая экран в тишине. Прошло 3 дня, но эти блики все еще не двигались. Наконец, утром 4-го дня Хань Ли слегка вздохнул и поднялся на ноги. Казалось, что ему придется отправиться туда, несмотря ни на что. Независимо от того, какие намерения были у этих людей, если бы они собирались вызвать неприятности на его участке духовной земли, ему потенциально пришлось бы пострадать от последствий. В конце концов, расстояние в несколько сотен километров может быть пройдено практически в мгновение ока для таких культиваторов, как они. Эти люди скрывались так близко к нему. Как он мог сосредоточиться на культивации, зная это? Таким образом, ему было лучше осмотреть место происшествия лично. Конечно, если бы они обнаружили что-то ценное, он не возражал попытаться отобрать это у них. Хань Ли сталкивался с культиваторами пространственного закаливания в прошлом и был уверен в своей способности сбежать от них, даже если не сможет победить в битве. В частности, он только что изготовил молниеносные бусы и талисман невидимости высшего зенита, так что он чувствовал себя еще более уверенным. Между тем, эти 4 человека совершенно не замечали того факта, что находились под наблюдением бусин тысячи драконов, а вероятность того, что среди них мог оказаться культиватор стадии интеграции тела, была практически нулевой. Таким образом, Хань Ли поднялся в воздух в виде полоски лазурного света и покинул свою пещерную резиденцию. Покинув резиденцию, Хань Ли начал что-то петь, постепенно становясь прозрачным. Эта техника сокрытия не была столь же эффективной, как талисман невидимости высшего зенита, но заметить Хань Ли все равно было чрезвычайно сложно, если кто-то не стал бы осматриваться местность своим духовным чутьем. Следовательно, этого было более чем достаточно, чтобы он избежал обнаружения. В следующее мгновение Хань Ли полетел к месту, указанному на световом экране. До него было всего несколько сотен километров, и при нынешней скорости Хань Ли он смог быстро туда добраться. Однако он намеренно замедлился, потому что скрытность стала его главным приоритетом. Несмотря на это, он все еще попал туда после короткого путешествия. Приблизившись к цели, Хань Ли тихо спустился к земле. Духовный свет вокруг него пожелтел, когда он продолжал продвигаться, спрятавшись в землю, используя свою технику земляного передвижения. В процессе Хань Ли делал печати заклинания руками, чтобы тщательно скрыть свою ауру. Спустившись в землю примерно на 10 километров, Хань Ли внезапно остановился, и его глаза сузились, словно он сказал что-то беззвучно. Пятна золотого света внезапно вспыхнули в почве вокруг него, и появилось несколько золотых прожорливых жуков, которые сразу же исчезли в его рукаве. Кусочки духовного чутья, внесенные в тело жуков, были изъяты, после чего на лице Хань Ли появилось своеобразное выражение. Значит, они действительно что-то ищут, но я не думал, что-то, что они ищут, будет в этом месте. Раз эти люди смогли обнаружить моих золотых прожорливых жуков и убить одного из них, должно быть среди них, по крайней мере, один культиватор стадии пространственного закаливания, пробормотал Хань Ли себе под нос, глубоко задумавшись. Внезапно он накрыл рукой свой браслет для хранения, и во вспышке духовного света в его руках появился фиолетовый талисман. Талисман мерцал ярким светом, и по всей его поверхности сверкали бесчисленные серебряные руны. Это был талисман невидимости высшего зенита, который он недавно усовершенствовал. Благодаря улучшениям в материалах и используемых техниках изготовления этот талисман был намного сильнее, чем предыдущий. Хань Ли не был уверен в своей способности приближаться дальше и не быть обнаруженным культиваторами пространственного закаливания. Таким образом, даже если он неохотно использовал этот талисман, он все равно решил это сделать. Он должен был убедиться, что останется незамеченным. Талисман был весьма ценным, но, естественно, его жизнь была ценнее. Теперь, когда талисман невидимости высшего зенита был завершён, он больше не был одноразовым инструментом, и его можно было использовать повторно до тех пор, пока не исчерпается сила, проникшая в него. Фиолетовый талисман взорвался, и перед Хань Ли появилось несколько мерцающих серебряных рун скошенного текста. Хань Ли наложил несколько заклинаний с серьезным выражением лица. Руны вокруг него превратились в облака серебряного тумана, мгновенно окутавшие его тело. Спустя несколько мгновений серебряный туман рассеялся, и Хань Ли полностью исчез. Исчезнув, Хань Ли сразу же почувствовал разницу между этим талисманом невидимости и предыдущим. Теперь он мог использовать все свои сокровища, а также огромное количество своей духовной силы. Конечно, он был в состоянии использовать эти ресурсы, но если бы он использовал сокровище или технику, которая была слишком мощной, то эффект невидимости талисмана был бы рассеян.
Несмотря на это, Хань Ли был уже очень доволен. По крайней мере, он сможет перехватить инициативу и начать первую волну атак, если решит это сделать. Таким образом, он сразу же продолжил свой путь к месту назначения. Пролетев еще несколько километров, тело Хань Ли начало медленно дрейфовать наверх. Глава 1347. Странное пространство. Когда Хань Ли снова появился на поверхности Земли, он оглянулся и обнаружил, что находится на полпути к мрачной, бесплодной скалистой горе. Было довольно странно, что такая бесплодная земля могла существовать здесь, учитывая, что этот земельный участок находился на вершине духовной жилы. Ранее, когда Хань Ли исследовал весь свой участок духовной земли, он решил, что это довольно странное место, и обыскал соседнюю область. Однако тогда он не обнаружил ничего подозрительного, а поскольку он спешил построить свою пещерную резиденцию, он быстро покинул это место, решив, что на этой горе была слабая духовная ци из-за каких-то естественных причин. Хотя такое явление было довольно редким, такое все же случалось. Однако Хань Ли, естественно, все еще скептически относился к этому месту и планировал вернуться для более тщательного изучения, когда у него будет немного свободного времени. Так вот, эти 4 человек оставались поблизости уже несколько дней, так что с этой горой определенно было что-то не так. Хань Ли нахмурился, переваривая информацию, переданную ему несколькими пучками духовного чутья. Затем он покачнулся и стал подниматься к вершине горы. Его нынешнее тело было легким, как воздух, и практически несущественным, так что вскоре он достиг вершины горы и неподвижно завис в воздухе. Опустив взгляд, он обнаружил, что внизу была обычная скалистая гора. Казалось, она выглядела точно так же, как когда он был здесь в прошлый раз. Хань Ли поднял бровь, выпустив свое духовное чутье вниз, но ничего не обнаружил и в этот раз. После непродолжительного периода созерцания он внезапно сделал печать заклинания и впрыснул свою магическую силу в глаза. Внезапно пронзительный синий свет вспыхнул глубоко в зрачках Хань Ли, активируя свои глаза духовного прозрения. Все вещи, невидимые невооруженным глазом, Хань Ли теперь мог четко видеть. На этот раз он кое-что заметил. Вокруг горы из-под земли поднималось 8 слабых столбов света, создавая странную прямоугольную формацию, окутывавшую всю вершину горы. Хань Ли не знал, какие сокровища могли проявлять эти столбы света, но формация, созданная ими, была совершенно невидимой и не испускала никаких колебаний духовной ци. Неудивительно, что он не смог обнаружить формацию даже со своим грозным духовным чутьем. Казалось, что эти 4 людей установили эту временную формацию. И если бы не тот факт, что Хань Ли постоянно следил за их местонахождением, было бы очень маловероятно, что он выследил бы их здесь и увидел бы это ограничение. Однако, хотя это ограничение было трудно обнаружить, его основной способностью было сокрытие, поэтому преодолеть его было несложно. С нынешним мастерством формации заклинаний Хань Ли он смог быстро оценить его, а затем, сделав печать заклинания рукой, безбоязненно спуститься в формацию. В следующее мгновение произошла невероятная цена. После соприкосновения с несущественным телом Хань Ли невидимая формация не проявила никакой реакции. Он смог с легкостью пройти через формацию, а затем полностью исчезнуть на вершине горы. Было совершенно ясно, что нынешнее тело Хань Ли после использования талисмана невидимки игнорировало обычные ограничения. Хань Ли опустился в землю на 200 футов, после чего под ним появился синий шар света. Шар света был размером с голову, но в нем, казалось, кружился вихрь. Хань Ли был заинтригован, увидев это, и медленно подошел к нему, чтобы лучше рассмотреть. К большому удивлению Хань Ли, как только он начал приближаться, вихрь в голубом шаре света, казалось, обнаружил его присутствие. Она сразу же взорвалась ярким семицветным светом, после чего Хань Ли мгновенно охватил водоворот. Хань Ли был застигнут врасплох и шокирован. После непродолжительной борьбы он обнаружил, что его втягивает огромной силой, которой он не может противостоять. Прежде чем он успел использовать какие-либо сокровища или техники, его окружение размылось, и он оказался в совершенно незнакомом месте, словно благодаря мгновенной телепортации. В то же время его нематериальное тело обрело сущность, снова открыв себя невооруженным глазом. В то же время на его груди вспыхнул пурпурный свет, а из воздуха появился фиолетовый талисман. Хань Ли сразу же схватил талисман и хлопнул в ладони, и талисман невидимости высшего зенита сразу же исчез во вспышке духовного света. Не было никакого смысла активировать его, поскольку рядом стояли 2 человека, которые уже обнаружили. Эти двое также были напуганы неожиданным прибытием Хань Ли. Увидев Хань Ли, один из них закричал: «Как ты нашел это место?» Это был культиватор по фамилии Вень. Его компаньоном был толстяк по фамилии Цзинь, и он также смотрел на Хань Ли с удивлением.
На самом деле, если бы не тот факт, что талисман невидимости высшего зенита сделал тело Хань Ли несущественным, даже несмотря на его полное овладение искусством ваджры, Хань Ли бы блевал кровью из-за того, что его окутало этим семицветным светом. Разумеется, он не мог знать об этом. Этот семицветный свет был похож на буддийский духовный свет, но на самом деле он имел совершенно иное происхождение. И если в нем находился обычный культиватор, он не только не мог полностью использовать свою магическую силу, но его бы раздавило в фарш огромным давлением. Чтобы аннулировать это ограничение и принудительно войти в это место, двое мужчин и их мастера работали, не покладая рук, 3 дня и 3 ночи. Только после всех этих усилий они смогли пробиться в это пространство, используя свою магическую силу и сокровища. Хань Ли облегченно вздохнул, увидев их двоих. Видя, что среди них нет культиваторов пространственного закаливания, он сможет легко разобраться с ними двумя. Несмотря на то, что его техника сокрытия была внезапно нарушена, он просто отшутился и сказал: «Мне было интересно, кто установил ограничение снаружи, а оказывается, это были вы двое. У вас здесь какие-то дела, господа даосисты. Если я помните правильно, один из законов города высшего неба гласит, что посторонним запрещено проникать на духовную землю других людей. Если вам по какой-то причине необходимо посетить участок духовной земли, вы должны заранее уведомить об этом владельца и получить одобрение. В противном случае, если это будет сообщено Небесной гвардии, нарушители будут наказаны пыткой с использованием ядовитого кнута». По мере разговора голос Хань Ли становился все холоднее. Хотя оба злоумышленника были культиваторами стадии божественной трансформации, они все равно слегка поморщились при упоминании ядовитого кнута. Тем не менее, толстяк быстро улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, не поймите нас неправильно, господин даосист Хань. Мы с братом Венем случайно оказались в этом месте. Мы отдыхали на вершине горы, когда мы каким-то образом активировал это ограничение и были телепортированы сюда. Мы также довольно смущены этой ситуацией». «А, думаешь, я поверю в это, брат Цзинь? Кстати, если я не ошибаюсь, здесь есть еще 2 культиваторов, верно?» Хань лежал руки за спиной с фальшивой улыбкой на лице. В этот момент он уже оценил свое окружение своим духовным чутьем. Тем самым он обнаружил, что находится в таинственном пространстве. Это пространство было более 1000 футов в высоту и около половины километра в радиусе, поэтому его нельзя было назвать просторным. Тем не менее, в небе над ними витал семицветный свет. Еще более удивительным было то, что высоко в этом пространстве было 7 массивных шаров света, похожих на Солнце. Однако белый свет, который они излучали, обладал охлаждающим эффектом. В центре каждого из шаров света была семицветная световая дверь, внутри которой мелькали странные изображения. Оба злоумышленника были уже потрясены, услышав слова Хань Ли, и их выражения тут же стали мрачными, увидев, как Хань Ли поглядывает на 7 дверей света. «Как ты узнал, сколько нас здесь?» Голос толстяка сразу стал чрезвычайно холодным. «А, ты пытаешься устроить драку? Я забыл сказать, но перед тем, как прийти сюда, я уже отправил несколько талисманов передачи голоса и установил кое-какие ограничения. Если что-то со мной здесь случится, те талисманы передачи голоса будут отосланы старшему Джао Угуи, а также нескольким моим друзьям, которых я недавно завел. Уверен, что правоохранительным отрядам будет интересно услышать это. Оба этих преступления, вероятно, принесут вам больше, чем обычную порку. Кроме того, вы действительно думаете, что у вас есть все, что нужно, чтобы убить меня, даже если вы присоедините силы?» Презрительно сказал Хань Ли. «Ты знаком с небесным стражем Джао?» Человек по фамилии Вень скептически отнесся к этому. Его толстый собеседник также запнулся, услышав это. «Старший Джао был тем, кто лично привел меня в город высшего неба. Как вы думаете, знаю я его или нет?» Спокойно ответил Хань Ли. Спокойное и собранное выражение лица Хань Ли сразу же заставило 2 злоумышленников почувствовать себя менее уверенно. «Раз ты знаешь, сколько нас здесь, тогда я расскажу тебе то, что ты хочешь знать. Помимо нас двоих, здесь наши мастера, и это они установили более глубокие ограничения. Что ты собираешься делать? Ты просто культиватор божественной трансформации, как ты остановишь наших мастеров? Законы города высшего неба применяются только при определенных обстоятельствах. Думаешь, кто-нибудь рискнет оскорбить 2 культиваторов стадии пространственного закаливания только для того, чтобы отомстить за мертвого культиватора стадии божественной трансформации? Даже если ты знаешь старшего Джао Угуи, ты, вероятно, просто его знакомый. Немного помолчав, человек по фамилии Вэнь усмехнулся. «А, действительно. Может, тогда заключим пари, господин даосист Вэнь? Однако, прежде чем прибыть сюда, я ожидал, что за этим стоишь ты, поэтому я намеренно упомянул твое имя в своих талисманах передачи голоса.
Но опять же, с твоей базой культивации, уверен, что ты не испугаешься техник обыска души небесных стражей, не так ли? Дерзко сказал Хань. Если эти люди действительно не боялись небесных стражей города высшего неба, то зачем тогда они бы стали тратить столько усилий, чтобы пробраться на его духовную землю, не будучи обнаруженным? Как только Хань сказал это, человек по фамилии Вэнь стал очень напряженным. Толстяк тоже был немного ошеломлен. Если бы человека по фамилии Вэнь схватили и применили технику обыска души, то толстяк, несомненно, был бы задержан так же, как и сообщник. Если об этом инциденте узнают небесные стражи и группа старейшин, у них будут серьезные проблемы. Ха-ха, я был наслышан, что способности господина даосиста Ханя весьма необычны. У тебя впереди светлое будущее. Конечно, ты не захочешь рисковать своей жизнью, чтобы задержать нас здесь. Честно говоря, это не наша идея. Если у тебя есть какие-то условия, как насчет того, чтобы обговорить их, когда вернутся наши старшие? Лукаво спросил толстяк. Думаешь, я не осмелюсь остаться здесь? Ладно, я все равно хотел встретиться с вашими старшими, так что я буду рад подождать их здесь, сказал Ханли со спокойной улыбкой. Его тело качнулось, и он в мгновение ока появился в углу, а потом сел, скрестив ноги. Он, похоже, действительно намеревался дождаться двух культиваторов в стадии пространственного закаливания. Глава 1348. Человекоподобный дьявол с нефритовыми костями. Два злоумышленника были естественно удивлены этим и стали общаться посредством передачи голоса, а затем сели в другой угол, скрестив ноги. Их мыслительный процесс был довольно прост, они не были уверены в своей способности убить Ханли, и сам Ханли, похоже, не собирался входить в семицветную световую дверь. Таким образом, им просто придется подыграть ему в ожидании и оставить все неприятности своим старшим. Вскоре вокруг все затихло. Все трое медитировали с закрытыми глазами, посматривая на световые двери. Злоумышленники не знали, что Ханли на самом деле нервничал. Талисманы передачи голоса и ограничения, о которых он упоминал ранее, естественно, не существовали. Его первоначальный план состоял в том, что, если эти люди смогут найти здесь сокровища, он сможет незаметно подкрасться к ним и забрать эти сокровища, используя свой талисман невидимости высшего зенита. Если бы культиваторы оказались слишком сильны для него, он бы просто наблюдал за ними из тени. Однако, для него было совершенно неожиданным, что странный семицветный свет переместил его в это пространство и даже деактивировал эффект его талисмана невидимости. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как непосредственно противостоять этим культиваторам. К счастью, он продумал несколько стратегий, которые заставят этих людей настороженно относиться к нему, и в настоящее время он использовал одну из них, чтобы запугать этих двух злоумышленников. Конечно, это было не потому, что Ханли боялся этих двоих. Человек по фамилии Вэнь и толстяк находились на средней и поздних стадиях божественной трансформации, но с его текущим набором способностей и сокровищ был как минимум 80% шанс, что он сможет убить их на месте. Убить этих двоих было бы довольно просто, но с последствиями было бы довольно сложно справиться, поскольку он настроил бы против себя двух культиваторов в стадии пространственного закаливания, которые вошли в двери света. Хотя он не хотел щадить этих нарушителей, он также не хотел создавать себе таких могущественных врагов. Кроме того, даже если бы он мог с легкостью убить этих двоих, был шанс, что он не сможет сбежать из этого загадочного места за короткое время. В этом случае, как только появятся культиваторы пространственного закаливания, его убьют следующим. Так что было бы лучше, чтобы он сначала нашел выход. Как только он сможет продумать путь отступления, у него будет гораздо больше возможностей. Имея это в виду, Ханли начал действовать. Несмотря на то, что его глаза были закрыты, он разделил свое мощное духовное чутье на бесчисленные нити, распространив их во всех направлениях. Ханли распространял свое духовное чутье без всякой попытки замаскировать то, что он делал, поэтому два злоумышленника, естественно, почувствовали его действия. Однако ни один из них не сказал ничего, чтобы остановить его. Вместо этого они внутренне насмехаться над ним. Как только струйка духовного чутья Ханли соприкоснулась с семицветным светом на одной из стен, она сразу же впиталась и исчезла. Кроме того, грянул мощный взрыв, угрожающий высосать остальную часть духовного чутья Ханли прямо из его тела. Ханли был ошеломлен этим поворотом событий и поспешно активировал свою технику великого развития, чтобы рассеять эту силу всасывания. Тем не менее, Ханли также открыл глаза и взглянул на свет, кружащийся на стене с оттенком недоумения на лице. Естественно, он также заметил злорадные улыбки на лицах злоумышленников. Оказалось, что эти двое знали об особой природе семицветного света и не собирались информировать его об этом. Ханли был немного рассержен, но продолжил продумывать план с равнодушным выражением на лице.
Жаль, что пространственное духовное сокровище, которое он усовершенствовал, багровый духовный флаг, было уничтожено штормами в пространственном узле. В противном случае оно, скорее всего, было бы весьма полезно для преодоления этого пространственного барьера. Конечно, кроме его багрового духовного флага, его глаз разрушения был также весьма эффективен в разрыве пространства. Тем не менее, это место было довольно загадочным, и было еще неизвестно, сможет ли его глаз разрушения прорвать барьер за короткое время или сможет ли вообще. Множество мыслей мелькало в голове Хань Ли, и он быстро выбрал другой путь. Видя, что его духовное чутье не могло проникнуть через стены, тогда он использовал глаза духовного прозрения для поиска путей побега. Таким образом, он сразу же влил духовную силу в свои глаза, и в его зрачках появился яркий синий свет. Прошли день и ночь. Хань Ли снова закрыл глаза и, казалось, погрузился в глубокую медитацию. Его предварительный поиск не позволил ему найти хороший способ сбежать. Тем временем 7 дверей в воздухе над головой оставались абсолютно тихими и неподвижными. Два злоумышленника пристально смотрели в небо с мрачными выражениями на лицах. Конечно, они также время от времени осторожно поглядывали на Хань Ли. Ваши старшие все еще не вышли спустя столько времени. Возможно, они столкнулись с трудностями. Хань Ли вдруг спросил с закрытыми глазами. Будь уверен, господин Даосист Хань. Если бы что-то случилось с нашими мастерами, мы бы уже были проинформированы. Ты начинаешь терять терпение, брат Хань, спросил человек по фамилии Вэнь. Я рад слышать, что с вашими двумя старшими все в порядке. У меня хватает терпения, чтобы, прежде чем Хань Ли успел закончить предложение, из 7 воздушных шаров в воздухе внезапно раздался звон. Сразу после этого они начали излучать удивительное духовное давление и сверкать ярким светом. Хань Ли был удивлен и невольно открыл глаза, чтобы взглянуть на произошедшее. Однако это было только начало. Когда звенящий звук усилился, 7 шаров света резко раздулись, мгновенно расширившись до размеров колес телеги, одновременно беспорядочно мигая. Вокруг 7 шаров света внезапно появились волнообразные пространственные колебания, и они вспыхнули над световой дверью в самом центре. Внезапно огромный взрыв невидимой силы начал сжимать дверь, заставляя ее с силой изгибаться и деформироваться. Толстяк сразу же поднялся на ноги при виде и воскликнул: «Дела плохи». На лице его компаньона также было ошеломленное выражение. Хань Ли также был недоволен таким поворотом событий. Световые шары в небе стали совершенно нестабильными, даже стены и земля начали дрожать, в то время как семицветный свет начал разрушаться. Это были убедительные признаки того, что это пространство было на грани разрушения. Видя, что его жизнь находится под угрозой, Хань Ли немедленно поднялся на ноги и положил руку себе на голову, после чего из его головы вспыхнул серый свет. Затем он перевернул руку, и во вспышке серебряного света над ним появилось 3 мерцающих шарика. Это были не что иное, как 3 молниеносных бусины, которые он недавно усовершенствовал. В этот момент 2 злоумышленника также достали несколько сокровищ. Однако они не были уверены в своей способности сбежать из этого загадочного места и пришли в ужас. Хань Ли, естественно, не волновало, выживут они или умрут. Он немедленно решил использовать свой глаз разрушения вместе со своей эссенцией божественного света и молниеносными бусинами, чтобы прорваться через это пространство, чтобы облегчить побег. Тем не менее, именно в этот момент из-за дверей наверху вспыхнул громкий грохочущий гул. Хань Ли был поражен этим громким волнением и рефлекторно остановил то, что он делал. Вспыхнул семицветный свет, и изнутри двери в самом центре вырвались полоски золотого и зеленого света. 2 полосы света вспыхнули в воздухе, а затем отступили, раскрывая зеленого змея и миниатюрную человекоподобную фигуру. У зеленого змея не хватало одного рога, и были залысины на чешуе. Волосы миниатюрной человекоподобной фигуры были довольно растрепаны, и ему не хватало большого куска золотой мантии. Похоже, они сбежали, спасая свою жизнь. Мы должны выбраться отсюда. Это не то место, где скончался мастер 1000 сокровищ. В этом месте был запечатан человекоподобный дьявол с нефритовыми костями. Мы применили ограничения, установленные древним культиватором, и дьявол был освобожден. Это пространство также начало рушиться. «Ты еще кто?» — неотложным голосом проговорила человекоподобная марионетка и резко прервалась, увидев Хань Ли. Толстяк пришел в восторг, увидев, что их старшие вернулись, и его губы дрогнули, когда он сообщил обоим личности Хань Ли через передачу голоса. «Старший — это тот самый. Значит, он владелец этого участка духовной земли». Услышав это, в глазах зеленого змея промелькнуло намерение убить Хань Ли. «Что ты делаешь, брат Мин? Наш главный приоритет — сбежать и спасти наши жизни. Не время беспокоиться о таких мелочах. Если мы потеряем здесь наше воплощение,
это будет слишком большая цена за это. Кроме того, не забывай, что он вознесенный культиватор, и у меня нет желания устраивать вендетту с этими эксцентриками. Миниатюрная человекоподобная фигура поспешно сбежала. Ладно, тогда давай скорее покинем это место. Если мы не убьем его лично, даже если Чжаогуи и другие придут, чтобы найти нас, они не смогут ничего сделать. Как только это пространство разрушится, он погибнет вместе с этим дьяволом. Жаль, что здесь только мое воплощение. В противном случае мне не пришлось бы бояться этого дьявола. Уходим. Зеленый змей лишь на мгновение помедлил и, обуздав свою кровожадность, принял мудрое решение. Мы должны поспешить, это пространство долго не продержится. Миниатюрная человекоподобная фигура с облегчением увидела, что зеленый змей вернул себе здравый смысл. В конце концов, было бы огромной потерей, если бы духовное воплощение погибло здесь. Таким образом, он сразу начал делать печати заклинания, повторяя что-то. Деревянный меч, привязанный к его спине, вздрогнул и внезапно поднялся в воздух, превратившись в массивный световой меч длиной около 10 футов. Зеленый змей оглушительно взревел, превратившись в массивного зеленого змея длиной более 100 футов, выпуская вихри и молнии. На его голове был один искривленный зеленый рог, и фиолетовая молния, вспыхивавшая над его телом, создавала грозное зрелище. Хань Ли не знал, что эти люди только что обсуждали, но его сердце слегка дрогнуло при виде мощных способностей, которые использовали два этих культиватора пространственного закаливания. В этот момент семицветный свет, циркулирующий вдоль окружающих стен, полностью исчез. Стены начали дрожать и деформироваться, теряя свой первоначальный вид. Глава 1349. Пространственный шторм. Когда зеленый змей взмахнул хвостом и открыл рот, вызвав столб лазурного света, его тело невольно дрогнуло. Из его оставшегося рога вырвалась дуга фиолетовой молнии, толщиной примерно с большую чашу для риса. Затем он, объединившись с фиолетовой молнией, бросился к ближайшей стене. В то же время миниатюрная человекоподобная фигура положила руку на макушку головы, и оттуда вспыхнул столб золотого света, исчезнув в гигантском мече над его головой. Из меча раздался звон, и он не только расширился в 2 раза от своего первоначального размера, но и начал излучать пронзительный золотой свет, сверкающий как солнце. Тем временем миниатюрная человекоподобная фигура, выпустив этот столб света, сжалась в размерах. Тем не менее, она полностью игнорировала изменения, происходящие с собственным телом, продолжая делать печать заклинания руками. Массивный меч вырвался вперед в виде волоски золотого света, следуя за столбом лазурного света. Обе атаки были направлены на одно и то же место на стене. С грохотом грянул оглушительный взрыв, когда взорвались лазурный и золотой свет, переплетаясь друг с другом, образовав гигантский шар света размером в несколько десятков футов с бесчисленными вспышками фиолетовой молнии, мерцающими на его поверхности. Шар света медленно врезался в стену по воле 2 культиваторов пространственного закаливания, и его, казалось, было невозможно остановить, поскольку он угрожал насильственно разорвать пространственный барьер. И змей, и миниатюрная человекоподобная фигура пришли в восторг от этого. Змей окликнул человека по фамилии Вэнь, и его тело вернулось к прежнему размеру, он окутал своего ученика полоской зеленого света, а затем бросился прямо на массивный шар света. Человек по фамилии Вэнь холодно взглянул на Хань Ли, когда его уносили. В этот момент Хань Ли смотрел на них с пустым выражением лица, но ничего не делал, чтобы спасти себя. Змей взглянул на него, как на покойника, и, выпустив протяжный рев, исчез в шаре света. Он не боялся, что Хань Ли также попытается сбежать по той же дорогой. Этот шар света содержал истинную сущность как самого его, так и миниатюрной человекоподобной фигуры, поэтому никто не мог пройти через него, если их не сопровождал один из них. Миниатюрная человекоподобная фигура в виде полоски золотого света захватила толстяка, а затем бросаясь к шарику света. Как раз в этот момент поблизости разразился глухой раскат грома, после чего посреди всплеска пространственных колебаний появилась крылатая человекоподобная фигура. Затем человекоподобная фигура взмахнула рукавом, выпустив в сторону золотого света серое сияние. Миниатюрная человекоподобная фигура почувствовала, как в воздухе появился взрыв всасывающей силы, и была застигнута врасплох, когда другая человекоподобная фигура прилипла к его телу. «Раз у вас есть выход отсюда, я уверен, вы не будете возражать взять меня с собой, верно, старший?» Владельцем голоса был никто иной, как Хань Ли. Миниатюрная человекоподобная фигура слегка запнулась и взглянула в то место, где находился Хань Ли. Там она обнаружила еще одного Хань Ли, который не двинулся с места. Двойник Хань Ли улыбнулся ему и исчез, превратившись в зеленый талисман, исчезнувший в мгновение ока. Это был никто иной, как талисман духовной формы, который Хань Ли культивировал все это время.
Ханли придумал план, как только два культиватора пространственного закаливания начали действовать, пытаясь прорваться через пространственный барьер. Он выпустил талисман духовной формы, придав ему свой облик, чтобы он действовал как приманка, незаметно пробираясь ближе к шару света, используя свои грозовые крылья. Из-за того, что талисман духовной формы создавался в течение нескольких веков и обладал определенными свойствами воплощения, культиваторы пространственного закаливания не могли определить, что с ним было что-то не так, поскольку они сильно торопились. Таким образом, Ханли воспользовался этой возможностью, используя свою эссенцию божественного света, чтобы присоединиться к миниатюрной человекоподобной марионетке. «Тебе жить надоело». Миниатюрная человекоподобная марионетка быстро оправилась от удивления и сразу поняла, что пытается сделать Ханли. Она вздрогнула в воздухе, выпустив полоски золотого света, и все они с разрушительной силой метнулись в Ханли. Однако, к большому удивлению, золотой свет смог только заставить серый свет вокруг тела Ханли затрепетать, но не мог ни пробиться сквозь него, ни рассеять. «Хе-хе, если бы ваше истинное тело было здесь, тогда я, естественно, не смог бы противостоять вашей огромной силе. Однако, если вы просто воплощение, так что вы не сможете сбежать от моей эссенции божественного света короткое время. Вы действительно хотите, чтобы я застрял здесь, старший?» Ханли усмехнулся, все еще находясь внутри своего серого света. «Ты мне угрожаешь». Миниатюрная человекоподобная фигура разразилась гневом, но как раз в тот момент, когда она собиралась совершить еще одну атаку, из воздуха внезапно раздался пронзительный вопль. Услышав этот ужасный крик, температура тела Ханли резко возросла, и вся его кровь поднялась к поверхности его кожи. Тем не менее, Ханли уже полностью овладел искусством ваджры, поэтому его кожа обладала не меньшей стойкостью, чем сокровище высшего ранга. Таким образом, он смог смягчить свой дискомфорт, активировав это искусство культивации. Однако человекоподобная марионетка резко изменилась в лице, услышав этот вопль. Несмотря на то, что толстяк был защищен золотым светом, который она излучала, его лицо все же сразу стало ярко-красным от этого крика, и его тело начало колебаться. Он использует технику кровавого плача. Миниатюрная человекоподобная фигура поспешно провела рукой по воздуху, выпустив столб золотого света, который вонзился в тело толстяка. Сразу после этого толстяк вздрогнул, и его лицо стало более нормального цвета. В этот момент из одной из искривленных световых дверей внезапно вырвался массивный костяной коготь, пытаясь открыть дверь. Коготь был белее нефрита и излучал удивительное духовное давление. Ужасный крик, раздавшийся ранее, также доносился из-за этой двери. Ханли, отбросив удивление, спросил спокойным тоном: «Похоже, скоро нефритовый дьявол скоро появится здесь. Если старший, который только что сбежал из этого места, разрушит этот проход, чтобы не дать дьяволу сбежать, тогда мы действительно погибнем. Вас это не беспокоит, старший?» Выражение миниатюрной человекоподобной фигуры уже стало мрачным при виде массивного костяного когтя, а от слов Ханли исказилось еще больше. Старый дьявол Мин действительно был жестоким и достаточно решительным, чтобы быть способным на что-то подобное. В этот момент из-за двери показался еще один коготь. Два когтя зажали дверь с обеих сторон, и острый вопль внезапно оборвался, и его заменил громовой рев. Казалось, что дьявол появится в любой момент. «На этот раз ты сделал правильный ход, брат. Я заберу тебя из этого места», миниатюрная человекоподобная фигура немедленно согласилась без дальнейших колебаний. Ханли пришел в восторг от услышанного. Эссенция божественного света вокруг миниатюрной человекоподобной фигуры немного ослабла, после чего внезапно вспыхнул блестящий золотой свет, охватив большую часть серого света, погрузившись в массивный световой шар вместе с Ханли. Ханли просто использовал свою эссенцию божественного света для собственной защиты и позволил миниатюрной человекоподобной фигуре делать то, что он должен был делать. Войдя в шар света, Ханли почувствовал себя так, словно попал в мир сверкающего света. Сразу после этого его поразил приступ головокружения, после чего он внезапно появился в воздухе над горой. Неподалеку находился огромный световой шар. Однако только половина его была видна, в то время как другая половина, по-видимому, все еще находилась в особом пространстве, из которого они только что сбежали. Зеленый змей и его ученик находились недалеко отсюда, и они оба были ошеломлены, увидев, что Ханли также сумел сбежать. Ханли сразу же раскрыл свои грозовые крылья и исчез в мгновение ока, превратившись в голубовато-белую молнию. В следующее мгновение он появился на расстоянии нескольких сотен футов. По какой-то причине миниатюрная человекоподобная фигура не пыталась поймать его в ловушку и позволила ему с легкостью сбежать. Крошечный зеленый змей смотрел с холодным выражением лица, и зловещий свет вспыхнул в его глазах, готовясь атаковать Ханли. Однако прямо в этот момент из-за массивной световой полусферы внезапно раздался взрыв мучительных пространственных колебаний.
Сразу после этого раздался звук бушующего цунами, и часть неба внезапно смялась, словно листок бумаги. Дерьмо. Это пространственный шторм. Все присутствующие, включая Хань Ли, были в панике. Ни у кого из них не было времени заняться какими-либо другими вопросами, поскольку все они использовали свои техники движения, превратившись в полоски света, разлетаясь в разные стороны. Несмотря на то, что техники телепортации были в целом более эффективными, телепортация в пространственном шторме была самоубийством. К счастью, все присутствующие существа обладали мощными базами культивации, и хотя они использовали только обычные техники передвижения, им все же удалось преодолеть расстояние в несколько тысяч футов за несколько секунд. Раздался приглушенный стук, и на смятой части неба стали появляться бесчисленные тонкие трещины. Затем эти трещины быстро удлинились, и все пространство на расстоянии более 1000 футов мгновенно покрылось трещинами. Когда черные трещины расширились, громоподобный рев и завывание цунами усилились, после чего из трещин начали вспыхивать вспышки белого света. Затем произошла своеобразная сцена. Как только в этом пространстве появился белый свет, подул сильный ветер, который начал втягивать все вокруг. Эти ветры были как всепоглощающие монстры, все, что попало под эти порывы ветра, было мгновенно измельчено или исчезало в небытие. Кроме того, из-за порывов ветра извергались ужасающие крики. В этот момент Хань Ли уже находился на вершине небольшой горы в 10 километрах от прежнего места, оценивая ситуацию издалека с равнодушным выражением на лице. Этот пространственный шторм явно уступало по силе тем, с которыми он столкнулся в пространственном узле. Несмотря на это, Хань Ли определенно не хотел попасть в него. Ранее, когда он был в пространственном узле, он смог преодолеть пространственные штормы только благодаря пространственным способностям ледяного феникса. Несмотря на это, большинство его сокровищ было уничтожено, и он сам там чуть не погиб. Теперь этот пространственный шторм усиливался и, казалось, совершенно не собирался стихать в ближайшее время. После долгого размышления над ситуацией Хань Ли внезапно полетел к своей пещере во вспышке лазурного света, оставив позади всех остальных. Глава 1350. Костяная рука. Зеленый змей, естественно, почувствовал, что делает Хань Ли, и невольно нахмурился, задав ученику несколько вопросов. Услышав ответы на вопросы, зеленый змей стал еще мрачнее. Прямо в этот момент полоска золотого света облетела вокруг них, появившись через несколько мгновений рядом с зеленым змеем. Затем золотой свет отступил, раскрыв толстяка, а также миниатюрную человекоподобную фигуру, которая спокойно парила над его головой. «Брат Мин, ты действительно собираешься отпустить этого парня? Если он сообщит о том, что мы здесь делали небесным стражам, у нас будут неприятности?» — спросила миниатюрная человекоподобная фигура. Все так. В этом случае ситуация может стать немного беспокойной, но зачем нам прилагать столько усилий, чтобы просто избавиться от незначительных неудобств? Поиск сокровищ на духовной земле других людей не такая уж большая проблема. В любом случае, это не имеет большого значения, и мы держали это в секрете из-за громкой репутации мастера 1000 сокровищ. Кроме того, мы даже не нашли никаких сокровищ, так что-то, что мы здесь сделали, имеет значение еще меньше. Кроме того, я не заинтересован делать своими врагами вознесенных культиваторов. Более того, я слышал от своего ученика, что он знаком с Чжао Гуй. Самого небесного стража Чжао нечего бояться, но его мастер — Лейло, просвещенный из списка старейшин. «Хе-хе, если ты не хочешь, чтобы это отродье сбежало, я бы с радостью помог тебе», — холодно сказал зеленый змей. «У меня нет претензий к этому парню, так зачем мне это делать? Раз здесь нет сокровищ, мне незачем тут оставаться. Я обязательно зайду к тебе лично, когда у меня будет свободное время», — миниатюрная человекоподобная фигура ответила хитрым смешком. Затем он сжал кулак в знак прощания и, превратившись в полоску золотого света, захватив с собой толстяка, исчез вдали, даже не взглянув на пространственный шторм. Этот старый ублюдок был явно обманут этим паршивцем и был вынужден забрать его. Теперь он пытается уговорить меня убить этого культиватора Ханя, чтобы он мог использовать меня в качестве оружия. Он думает, что я наивный ребенок. Уходим, мой ученик. Раз здесь появился пространственный шторм, небесные стражи города высшего неба определенно обратят на это внимание. Даже если они не смогут так быстро добраться из города высшего неба. Не исключено, что поблизости могут оказаться небесные стражи. Будет довольно неприятно, если мы наткнемся на них. Мы не только не нашли сокровища, которые ищем, но и моему воплощению был нанесен существенный ущерб. Какое невезение! Зеленый змей холодно застонал, увидев, когда полоска золотого света исчезла вдалеке. Затем тело змея вытянулось и улетело в другом направлении в виде полоски зеленого света.
Его ученик поспешно последовал за ним в виде полоски синего света. Как только две полоски свет исчезли вдалеке, в окрестностях не было слышно никаких звуков, кроме грохота, прорывающегося из-за пространственного шторма. В этот момент Хань Ли находился в зале своей пещерной резиденции, глядя перед собой серебряный экран света, скрестив руки. Убедившись, что два культиватора пространственного закаливания действительно покинули его духовную землю, он вздохнул с облегчением. Теперь на серебряном экране беспорядочно и непрерывно вспыхивало только большое желтое пятнышко света. Эта частичка света, естественно, была пространственным штормом, который обнаружили бусы тысячи драконов. Ситуация с Хань Ли отличалась от ситуации старого дьявола Мина и других. Эти люди могли просто уйти, не задумываясь, но он должен был остаться и следить за этим пространственным штормом, чтобы он не разрушил участок духовной земли. К счастью, он накопил огромный опыт в таких условиях за время своего путешествия через пространственный узел, поэтому он знал, что пространственные штормы такого рода обычно не должны бушевать слишком долго. Как и ожидалось, примерно через 2 часа пятнышко желтого света на световом экране постепенно начало тускнеть. Еще через 15 минут оно полностью исчез. Хань Ли вздохнул с облегчением при виде этого. Затем он бросил последний взгляд на экран света, но как только он собирался деактивировать это заклинание формирования, израсходовав огромное количество духовных камней, он вдруг увидел нечто странное и резко изменился в лице. В том месте, где исчезло желтое пятнышко света, появилось серое пятнышко света. Это пятнышко света было намного меньше желтого и выглядело очень слабым, словно могло исчезнуть в любой момент. Однако, появившись, серое пятнышко света сразу начало двигаться в определенном направлении. Хань Ли был удивлен этим и продолжил наблюдать за ним. Неужели частица души этого дьявола сбежала из пространственного шторма? Несмотря на то, что он не был уверен, каким именно был этот человекоподобный дьявол с нефритовыми костями, тот факт, что даже культиваторы стадии пространственного закаливания изо всех сил старались сбежать от него, явно свидетельствовал о том, насколько страшным он был. Если бы он все еще находился где-то поблизости, его бедам не было бы конца. Судя по пятну серого света на серебряном экране, Хань Ли мог сказать, что спасшаяся частица обладала чрезвычайно слабым духовным давлением, что указывало на то, что он был серьезно ранен. Таким образом, убить его не должно было быть сложно. Таким образом, Хань Ли принял решение. Он поднялся на ноги и покинул свою пещерную резиденцию в виде полоски лазурного света, направляясь прямо к месту, где исчез пространственный шторм. Через несколько мгновений он парил в воздухе над тем местом, где недавно был пространственный шторм. Как и ожидалось, пространственный шторм действительно исчез. Маленькая гора также исчезла вместе с ним, оставив после себя массивный кратер радиусом более 1000 футов. Хань Ли обошел вокруг кратера пару кругов, но ничего не обнаружил. Нахмурившись, он завис в воздухе, затем закрыл глаза. Он высвободил свое мощное духовное чутье, которое не уступало культиватору стадии пространственного закаливания, осматривая окружающую территорию радиусом более 500 километров, тщательно исследуя каждый дюйм земли. Через некоторое время Хань Ли внезапно открыл глаза, и на его лице появилось своеобразное выражение. После краткого созерцания он вскрикнул, и из его тела вырвался поток лазурного света. Затем он выстрелил вперед в определенном направлении в виде полоски лазурного света. Лазурная полоска света пролетела около 200 километров и зависла в воздухе над пышным лесом. Свет отступил, и Хань Ли оказался в воздухе, сложив руки за спиной, разглядывая лес с синим светом в глазах. Внезапно он холодно зарычал и взмахнул рукой вниз. Под ним появилась лазурная рука, схватив в определенное место в лесу. Рука испускала странные звуки, хотя ее размер составлял всего около 10 футов, она охватила область более 100 футов внизу, создавая довольно пугающее зрелище. Полоска серого света внезапно вырвалась из леса под лазурной рукой и метнулась в другое направление. Хань Ли, казалось, ожидал этого и быстро поднял другую руку, щелкнув пальцами в сторону серого света. С кончиков его пальцев сразу же вырвалось 5 красных нитей, мгновенно исчезнув в воздухе. В следующее мгновение красные нити появились снова, обвив полоску серого света. Серый свет немедленно начал раздуваться и сжиматься, словно пытаясь вырваться на свободу. Однако Хань Ли уже сделал печать заклинания руками, и из 5 огненных нитей вспыхнул огненный свет, полностью поглотив серый свет. Серый свет издал мучительные крики и был полностью уничтожен багровым пламенем, обнажив первозданный белый вид. Хань Ли вскинул брови и безразлично махнул рукой вниз. Пламя на поверхности объекта немедленно отступило и было силой втянуто в руках Хань Ли. Хань Ли сфокусировал взгляд на объекте и обнаружил, что это была белая костлявая рука с золотыми рунами, мерцающими на ее поверхности.
С одного взгляда он мог сказать, что это была одна из рук человекоподобного дьявола с нефритовыми костями, но теперь она была размером с обычную руку. Хань Ли тщательно осмотрел костяную руку своим духовным чутьем и глазами духовного прозрения и был поражен сделанными открытиями. Его духовное чутье открыло ему, что этот объект был сокровищем, причем довольно мощным. Тем временем его духовные глаза сообщали ему, что это действительно была человеческая рука. Это было своеобразное сокровище, изготовленное с использованием человеческих костей. Серый свет на поверхности сокровища обладал духовной природой, но Хань Ли выжег его огненными духовными нитями. Таким образом, это сокровище было теперь ничем иным, как неодушевленным предметом. Самое главное, что внутри большого пальца этой скелетной руки был спрятан белый нефритовый талисман размером около дюйма. На талисмане сиял серебряный свет, а на его поверхности было вырезано много мерцающих серебряных рун, каждая из которых была написана скошенным серебряным текстом. Хань Ли смог быстро установить, что это была одна из 72 внешних страниц золотого нефритового тома. Кроме того, это была полная страница, а не половина страницы, подобная той, которая уже была в распоряжении Хань Ли. После грубой оценки Хань Ли смог расшифровать, что эта страница, кажется, содержит информацию, касающуюся изготовления инструментов. Хотя Хань Ли выглядел довольно спокойным и собранным, он пришел в восторге от того, что наткнулся на такое сокровище. Однако сейчас было не время тщательно осматривать страницу золотого нефритового тома. Духовный свет вспыхнул несколько раз подряд в руках Хань Ли, и он поместил на костяную руку несколько ограничительных талисманов. Затем он осторожно положил ее в нефритовую коробку и, покинув место, направился прямо в свою пещерную резиденцию. Хань Ли не знал, что он принял чрезвычайно мудрое решение, поспешив как можно скорее покинуть этот район. Вскоре после того, как он вернулся в свою пещерную резиденцию, в воздухе над местом, где только что бушевал пространственный шторм, возникла формация. В следующее мгновение на месте формации появился мерцающий золотой ковчег. В ковчеге было 2 небесных стража в золотых доспехах, один с густыми бровями и короной из ткани на голове, а другой был довольно стройным с парой тонких бровей. Они были, соответственно, мужчина средних лет и прекрасная женщина-культиватор. Это определенно то место, показанное на всеотслеживающем диске. Судя по остаточным пространственным флуктуациям, пространственный шторм оказался довольно мелким и мог быть результатом редкого естественного явления. Это действительно был довольно небольшой и относительно безобидный пространственный шторм, и он, казалось, длился недолго. В противном случае он сделал бы больше, чем просто сравнял эту маленькую гору с землей. Культиватор кивнул в ответ, исследуя все в окрестностях своим духовным чутьем.